Найс. Вот туда сейчас развернись. И через левое плечо на меня будешь разворачиваться. Ага, класс. Хороший фотограф прекрасно понимает, что лучшее время для фотографирования портрета на пленэре — это золотой час. Когда солнышко находится достаточно близко к горизонту, мы получаем достаточно мягкие контрасты. Горизонтально отброшенные тени, сохраняем вариативность температур на переднем и заднем планах. Наша модель не морщится от дико яркого солнечного света, падающего прямо ей в глаза, а на заднем плане может появиться красивый солнечный диск и залить все пространство теплым светом. В общем, все обожают золотой час. Такой свет уж намного лучше, чем солнечный свет в зените. Или нет? Меня зовут Максим Густарев, и сегодня я расскажу вам 4 принципа работы с жестким солнечным светом, расположенным в зените над вашими головами. Поехали! Представим, что нам нужно провести съемку в яркую солнечную погоду в полдень, когда солнышко находится в зените, сразу хочется передать привет всем свадебным фотографам. И такой вертикальный жесткий свет просто кошмар для портретиста. Почему кошмар? Да потому что свет падает вертикально сверху вниз и образует дикие тени под носом и глазами. Глазные впадины на фотографии вообще становятся черными. И разница в яркости между самыми светлыми и самыми темными участками на фотографии может быть просто колоссальной. Динамический диапазон вашей камеры не справится с такой разностью яркости, и в результате вы получите переэкспонированные зоны, и картинка будет слишком пестрой. Я и не говорю о текстурах локальных объектов. Все поры и мимические морщинки на лице вашей модели будут гипертрофированы. Ровно с такой ситуацией я и столкнулся, переехав на юг. Юг, если что, он южнее севера, а север севернее юга. И здесь можно забыть про золотой час, потому что длится он от силы 30 минут. И я, избалованный длинными питерскими мягкими закатными светами, был вынужден с этим что-то делать. Но, как видите, приспособился и могу смело сказать, что снимать в зените можно. Главное — найти правильный подход. И самое первое, что приходит на ум, самое логичное, это искать тени. И желательно, чтобы эти тени были достаточно масштабными, чтобы модель могла спрятаться полностью и при этом оставалась освещенной только с одной из сторон. Ага, сейчас посмотри налево. Здорово, здорово. О, да, какие сексуальные мужчины на заднем плане. Здесь стоит напомнить, что у нас имеется 3 варианта плотности света. Жесткий свет, к примеру, от лампочки или солнца, который дает очень сильный контраст, ну и жесткий контур теней, разумеется. Мягкий свет, который уже сглаживает теневой горизонт и при этом обладает максимальным объемом. И третий тип света — это рассеянный, когда свет падает на вашу модель со всех сторон, и с ним вы встречаетесь, снимая в пасмурную погоду. Здесь вы получаете идеально ровные текстуры на лице, но, к сожалению, картинка выглядит не настолько объемной. Когда вы скрываете свою модель в тени, желательно искать такие локации, в которых свет будет именно мягким. То есть свет будет падать на модель с одной из сторон, а с другой стороны будет тень. Характер такого света будет имитировать свет-теневой рисунок студийного портрета от большого октобокса, ну или от большого студийного окна. И на мой взгляд, он является самым выигрышным. Честно говоря, я уже давно хотел рассказать вам о коптерах, я уже и припомнить не могу, сколько на них летаю. И перед тем, как начать раздавать фристайл и синематик на FPV-дронах, я научился базовым принципам полетов на классических DJI-коптерах. Учиться всему с нуля было достаточно сложно. Не было никаких единых понятных курсов, где бы разбирали всю подноготную дроносъемок. Но теперь есть, и я завидую начинающим коптерастам, потому что вы можете закатить к ребятам из Skillbox и пройти курс «Профессия пилот дрона». Это не просто пара часов роликов о том, как выставить диафрагму и снять панорамный пролет. Тут более промышленный подход. Огромный 5-месячный курс, на котором вы будете учиться управлять дроном. Как в симуляторе, так и в реале. Собирать и анализировать информацию с их сенсоров, узнаете, как решать задачи в сельском хозяйстве, геодезии и строительстве. На курсе будет разбор, как соблюдать технику безопасности и законно проводить съемку. Составите план полета, получите разрешение на него. Обработайте данные с камеры дрона, создадите полноценную 3D-модель объекта и плана местности. Ну и с такими навыками Skillbox
Skillbox устроит вам стажировку в компании Geoscan. Вы выполните задание по брифу, а после презентуете работу перед представителями компании. Главное, меньше хлопайте ушами и, возможно, сразу после прохождения курса вы устроитесь на нормальную работу. В любом случае у вас будет сертификат установленного образца от Skillbox, соответствующий государственной лицензии. Это не простая бумажка, распечатанная на принтере, а вполне весомый аргумент в вашу пользу для ваших работодателей. Пора учиться, ребят, летать не только во сне, но и наяву. Внизу в описании будет ссылка и промокод, который подарит вам целых 60% на прохождение этого курса. Ну а мы продолжаем. Придя в локацию и найдя тень, вместо того, чтобы туда сразу кидать свою модель, сначала поставьте туда себя. Поднимите голову и посмотрите вокруг. Если вы будете, к примеру, под кронами деревьев, то вы увидите огромное количество световых пятен. Ваша задача на глаз определить яркость каждого из световых пятен. Скорее всего, вы увидите, что одно из пятен будет максимально активным, более ярким, чем другие. Это наилучший исход, ведь теперь с этим световым пятном вы сможете работать как с полноценным студийным источником света. А так как он будет ярче, чем все другие, то, соответственно, и более структурным светотеневой рисунок вы получите на модели. Но если, подняв голову, вы увидите огромное количество световых пятен, которые будут бороться друг с другом по мощности, то, скорее всего, вы получите разорванный светотеневой рисунок. И наилучшим решением будет либо искать другую локацию, либо изменить положение модели в пространстве таким образом, чтобы один источник света стал более мощный, чем другой, ну, либо забить на фотографию и пойти играть в PUBG. Так, у нас дилемма. Мне нужно Леру посадить на одно из двух кресел. Вариант первый сюда, вариант второй сюда. Куда посадить лучше при условии, что я хочу сделать портрет? У нас, если я посажу сюда, то она будет лицом смотреть сюда, а с этой стороны у нас нету ни одного источника света, который бы ее осветил. А если она сядет сюда, то с этой стороны у нас есть белая машина, которая является очень ярким белым флагом, который мы можем использовать в качестве основного источника света, потому что здесь везде тень. Тут тень, сверху тень, снизу тень, и только одно яркое, ясное пятно, которое используется в данном случае как основной источник света. Ну а дальше вы работаете в тривиальных условиях. Используете свет в боковом, фронтальном либо контровом виде. Обязательно комбинируйте эти цвета в серии, ведь эта вариативность сделает вашу серию более интересной. Сделайте первый кадр в фронтальном освещении, второй кадр в контровом, третий в боковом. Чем больше ракурсов и точек съемки вы используете, тем больше информации получит и зритель. Быстрый лайфхак. Если вы хотите сделать свою модель более объемной, сделать хороший акцент на модели, то постарайтесь найти темный фон. Если вы снимаете модель с боковым светом, но располагаете ее на белом ярком фоне, то она склеится с бэкграундом, поэтому лучше всего искать темный бэкграунд, тогда визуальный акцент будет падать именно на цвета. Принцип номер 2 – это работа с переотражениями. Результирующее качество нашей фотографии, разумеется, зависит от бесконечно большого количества различных факторов. Вашего чувства вкуса, насмотренности, видения композиции, цветовых сочетаний, умения работать, коммуницировать с моделью, фантазии ваших поз и многого другого. И снимая, не теряйтесь во всем разнообразии этих факторов, но все же держите их у себя в голове. Умение видеть цвет – это один из фундаментальных навыков, и помимо первого уровня задач, нахождения первоисточника света, тренируйтесь видеть производные, то есть переотражения. В естественном мире огромное количество переотражений света. Где-то переотражения сохраняют оригинальную структуру света и его жесткость, а в некоторых случаях свет будет преломлен и рассеян. Наша с вами задача состоит в том, чтобы увидеть, идентифицировать эти переотражения. И тогда мы сможем как минимум избавиться от паразитных засветок, а как максимум использовать эти переотражения как полноценный источник света в нашей световой схеме. Принцип номер 3 – это работа с общими планами. Когда мы снимаем с жестким солнечным светом, как правило, мы получаем достаточно большое количество микротекстур, микроконтрастов. Все поры и мимические морщинки на лице вашей модели будут очень рельефными. И чтобы все это сгладить, вы обрекаете себя на часы ретуши в фотошопе. Но если мы не будем с вами делать крупные портреты, избавимся от клоузапов и будем отходить дальше, делать больше общих планов, то мы минимизируем и последующую обработку. Чем дальше вы отойдете от модели, тем мягче будет жесткий солнечный свет. Профит. Четвертое. Это положение модели в пространстве. Если жесткий солнечный свет падает на лицо,
и модель повернута немного в бок, то, скорее всего, вы будете получать темные треугольники на лице, и они, опять же, будут контрастными, и никакими методами вы их не уберете. Заретушировать не получится, потому что если вы это заретушируете, то это будет видно, и это будет неестественно. А чтобы не получать эти черные треугольники, используйте простое правило. Ваша модель, ее кончик носа, всегда должен смотреть либо на солнце, либо в полностью противоположную сторону. Вы можете менять положение камеры относительно модели, поднимать ее, опускать, двигать влево и вправо. Ваша модель может стоять, сидеть, прыгать, бежать, но ее лицо всегда должно позиционировано быть на источник света. Таким образом, солнечный жесткий свет будет падать на лицо фронтально, и вы избавитесь от неприятных теней и часов ретуши в фотошопе. А изменяя высоту отражателя и положение лица модели, вы будете балансировать между правильными и неправильными, то есть нижними светами. Неправильный свет — это не значит, что он плохой. Это свет, который светит просто снизу вверх. Для нас это непривычно, потому что в естественной среде, гуляя по улице, такой свет мы, как правило, не видим. Он для нас является менее естественным, но все же можно сделать классные кадры и с неправильным нижним светом. И иногда такой свет может даже повлиять на драматическую составляющую вашего кадра. Теоретическая часть вроде понятна. Ну а практическую лучше показать на практике. Мы с ребятами выбрались в Капуз каньон, который находится недалеко от Анталии, поснимать в самый полдень. Благо дело, здесь у нас суперпозиция необходимых для хорошей фотосессии условий. Первое — это сам каньон. Слева и справа от нас высокие скалы, которые избавляют нас от рассеянного света, что в свою очередь добавляет более структурные тени. Также любой каньон в данной климатической зоне подразумевает горную реку, а вода, как одна из фундаментальных стихий, всегда на фотографии смотрится приятно. А где есть вода, там есть и деревья, кроны которых могут сформировать необходимые нам световые пятна, с которыми мы можем работать даже в полдень. Ну, что в целом и произошло. Мы прошли до середины реки вброд, и я поставил соланж под кроны деревьев. Первый кадр я сделал с силуэтным контровым светом. В данном случае жесткий вертикальный свет от солнца в зените падает на реку, рассеивается, переотражается и попадает на спину модели. Да, в данном случае у нас модель становится практически черной. И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что вы не имеете права вытаскивать яркости лица. Не нужно ползунок Shadows в постобработке двигать на плюс 100% и доставать детализацию в тенях. Пускай лицо модели останется темным. Потому что познакомить зрителя с моделью и с ее портретом вы сможете в следующих кадрах. Сохраните оригинальную структуру света. Таким образом вы получите более реалистичный рисунок. В последующих ракурсах я уже постарался найти такое положение модели, при котором свет из контрового превращался в боковой, ну либо фронтальный, и при этом я старался получить темный задний фон для большего объема. Я постоянно прошу модель поднять голову. Это нужно для того, чтобы сформировать на лице модели фронтальный свет, который рассеивается в кронах деревьев и становится очень мягким. Сейчас попробуй, левая нога у тебя, вот ты в руке держишь, чтобы у тебя... Сделай. Так, сейчас мы будем какие-то крупные портреты фоткать. Еще раз, то же самое, тебе надо прям поднимать голову, да. Во. Смотрела «Выживший» с Леонардо Ди Каприо? Нет. Я не люблю Ди Каприо. Все, я пошел. Ага, и еще раз выше, прям нос назад. Еще сильнее назад, голову закидывай назад. Прям, да, и глаза открой. И выше смотри. Далее я нашел островок камней, на которых развалил соланж. Мягкий рассеянный свет, проходящий через кроны деревьев, также сформировал достаточно мягкий свет-теневой рисунок на лице модели. А пробивающиеся лучи солнца позволили создать на общей площади кадра приятные контрастные текстуры. Давай так, левая рука у тебя идет под грудь, и вот пальцы по этой стороне. Да. Хорошо. Загляни сейчас носиком налево прям. Класс. Хорошо. Сейчас попробуй, да, поработать с лицом. Класс. Ой, классный взгляд, а еще раз так сделай. Да. В результате, потратив от силы 15 минут на съемку, у меня получилась вполне вариативная серия, которая была сделана строго в полдень.
Как видите, жесткий свет может быть прекрасным. Главное к нему найти подход. Жесткий полуденный свет является намного более сложным в управлении. К нему нужно привыкать. Нужно находить теневые локации, нужно искать переотражения, рефлексы. Но я вас уверяю, как только вы проведете несколько съемок и увидите все эти переотражения, то у вас получится потрясающая фотография. И уж точно жесткого света не стоит бояться. Чем больше вы таких съемок проведете, тем ранее вы научитесь с ним работать. Ну и в дополнение вы откроете для себя ачивку «Хардкорный фотограф в жестком солнечном свете в зените». Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. А также заходите ко мне на Boosty и Patreon, там море обучающего материала. Всего лишь за $5 вы получаете к 2-3 даже годовалому архиву с сотнями PSD разобранных файлов моей обработки, с бэкстейджами со съемки, разумеется, уже с Solange и с другими девчонками, которыми я снимал на каньоне, я бэки выложил. Смотрите, копайте, разбирайтесь. До новых встреч, увидимся.